Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. И сегодня я предлагаю приготовить сырники. Это тот самый удачный рецепт сырников, который гарантированно получится у всех. Берем 700 грамм сухого творога и к нему добавляем щепотку соли. Сюда же всыпаем 2 столовые ложки сахара. Сахар можно добавлять по вкусу. Если будете подавать сырники с чем-то сладким, то в творог сахар добавляйте чуть меньше. Дальше добавляем одно крупное яйцо. Если хотите, чтобы сырники были еще нежнее, замените одно яйцо на 2 желтка. А для невероятного аромата всыпаем 10 грамм ванильного сахара. Теперь вилкой все хорошо перемешиваем и стараемся разбить крупные комочки творога, чтобы масса получилась более однородной. Хочу обратить ваше внимание, что творог для сырников ни в коем случае не должен быть мокрым, потому что чем больше влаги, тем больше вам понадобится добавить муки. Поэтому если у вас влажноватый творог, переложите его в марлю и хорошо отожмите, чтобы ушла лишняя жидкость. Теперь добавляем муку. Ориентируемся на 4-5 столовых ложек. Но не добавляйте всю муку сразу, потому что все зависит от влажности вашего творога. Чем суше творог, тем меньше муки нам понадобится. Приступаем к формовке. Есть много разных способов. Можно выложить тесто и сформировать колбаску, затем нарезать на сырники, либо сформировать их ножом. Но я делаю стаканом. Мне кажется, так быстрее и сырники получаются более ровные. Берем 1 столовую ложку творога, выкладываем его на муку, немножко обваливаем и стаканом начинаем формировать края. Затем донышком немного прижимаем. Очень быстро, легко и просто. Выбирайте свой вариант, который вам больше нравится, и будет интересно почитать в комментариях, как именно вы формируете сырники. Я делаю сырники не слишком толстые, чтобы они быстрее прожарились. Если хотите, можете сделать потолще, но когда они потоньше, все быстро прожаривается. Если вы не уверены, достаточно ли вы положили муки в тесто, то можно проверить на одном сырнике, обжарив его на сковороде. Если он хорошо держит форму, то можно формировать другие. Если он расплывается, то добавьте тесто еще буквально пару столовых ложек. На смеси растительного и сливочного масла будем обжаривать наши сырнички. Выкладываем сырники и на среднем огне обжариваем где-то 4-5 минут с каждой стороны. Вы только посмотрите, какие они получаются аппетитные с румяной корочкой. Я советую вам никуда не спешить и не делать большой нагрев, чтобы сырнички успели пропечься. Вот такие красивые румяные сырнички получились. Совсем не сложно, легко и достаточно быстро, если следовать небольшим секретикам. Целая тарелка вот таких красивых и пышных сырничков у нас получилась. Сейчас я покажу один из вариантов подачи. Таким образом подают сырники в одном из популярных ресторанов моего города. Для этого нам понадобится 300 грамм любых ягод. Ягоды могут быть как замороженные, так и свежие. Я буду использовать замороженную вишню без косточки. Высыпаем их в сотейник и нагреваем на среднем огне. Нам нужно, чтобы ягоды разморозились и пустили сок. Если будете использовать свежие ягоды, просто нагреваем их, пока они не пустят сок.
И как только ягоды пустили сок, добавляем 1 столовую ложку сахара и хорошо перемешиваем. В отдельной мисочке смешиваем кукурузный крахмал и немного воды. Перемешиваем, чтобы не было комочков. И как только появятся первые признаки кипения, вливаем крахмал с водой. Постоянно помешивая, варим еще 1 минуту. Ягодная начинка готова. Можно переложить ее в другую мисочку и дать немного остыть. Дальше нам понадобится 300 грамм сметаны 20-25% жирности. К ней добавляем сгущенку. Сгущенку добавляйте по вкусу, примерно 2-3 столовые ложки. Все хорошо перемешиваем, и вот такой нежный соус к сырникам у нас получается. Все ингредиенты у нас готовы, и теперь это все нужно красиво подать. Берем любую форму и на дно формы выкладываем наш сладкий сметанный соус. Разравниваем его по всей форме. А сверху кладем остывший ягодный соус. Ну и теперь берем наши пышные сырнички и аккуратно окунаем их в наши соусы. И сверху для красоты можно добавить немного ягодного соуса. Чтобы разбавить всю эту картину немного зеленым цветом, можно добавить мяту. Но у меня, к сожалению, мяты не нашлось, поэтому если у вас есть, обязательно добавьте, это будет еще красивее. Все готово, и теперь можно пробовать эту вкуснятину. Хочется показать, что внутри, а потом можно сверху еще полить соусом. Посмотрите, все отлично пропеклось, есть румяная корочка и мягкая творожная начинка. Это просто восторг, очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить сырники по этому рецепту. Все ингредиенты будут указаны в описании. Они получаются очень мягкие, нежные внутри и совсем не забиты мукой. Мне нравится, что у них есть такая хрустящая корочка, а внутри очень нежная начинка. А эти соусы, что сметанная, что ягодная, они идеально подходят и идеально сочетаются. Такое красивое блюдо, оригинальная подача. Его можно подавать на завтрак для всей семьи. Уверена, что ваша семья будет в восторге. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Для нас это очень важно. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Мы все читаем, и нам очень приятно, что вы пишете. И еще на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить.
Это просто восторг. Мне так нравится. Очень мягкие, нежные, воздушные сырники. Очень вкусно, у меня даже нет слов. Сырники в моей семье — это один из самых популярных завтраков. Готовим очень часто. Такой, ну, не всегда с такой заливкой, конечно, но готовим очень часто. Если ты в поиске того самого идеального рецепта сырников, то это именно он. Все пропорции будут прописаны под видео в описании. Забирай рецепт и пробуй приготовить. Обязательно пиши свое мнение в комментариях на это видео, на этот рецепт. Все комментарии мы читаем, на них все мы отвечаем. Если остались вопросы, мы с радостью на них ответим. И, конечно же, поддержи наш канал подпиской. Нет, ну эти сырники просто бомба, реально. Обожаю.